Все стоит свою цену, просто некоторые вещи обходятся дороже других. А третьи обходятся в миллиарды в валюте, находятся на виду у всех и восхищают, ужасают, смущают словом, вызывают сильные чувства. В нашем обзоре мы кратко пробежимся по 15 таким крутым проектам современного мира. Великий мост Сета. Эта японская система стоимостью 75 миллиардов долларов представляет собой 11 мостовых переходов с совокупной протяженностью почти 14 километров. Она соединяет два важных острова Японии Сикаку и Хонсю и пересекает внутреннее море этой страны. Конструкция двухэтажная, по верхнему уровню двигаются поезда, по нижнему автомобили, велосипеды, есть даже пешеходная дорожка. Расчетливые жители страны восходящего солнца оставили задел под будущую модернизацию, когда возникнет необходимость, пути сделают высокоскоростными. Калифорнийская высокоскоростная железная дорога. Проектом должны быть связаны крупнейшие города западного побережья от Сан-Диего до Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Общая протяженность превысит 1350 километров. Проекту был дан старт в 2008, по планам все должно было закончиться в 2016, но постоянные переделки и трудности в строительстве пролонгировали его реализацию вплоть до 2033. Существует значительная вероятность, что все накроется еще до завершения. Вложенные 77 миллиардов долларов почти закончились, а стоимость рабочих рук и сырья поднимается ото дня ко дню. А демократическое правительство США не склонно к инвестициям в инфраструктурные проекты, это ведь не беженцы с мигрантами и трансгендерами. Международный аэропорт Аль-Мактум, АЭ. Аэродром был открыт 11 лет назад, но строительство не завершено, официальное его окончание запланировано на 2028 год. На тот момент Мактум должен стать крупнейшим на планете. Уже сегодня площадь превышает 5 километров, а сам авиационный узел напоминает большой город, набитый магазинами, гостиницами, ресторанами и тому подобной инфраструктурой. Есть даже услуги гидов, ведь уличная сеть насчитывает 38 объектов и продолжает расширяться. Наиболее затратной его частью было проведение подъездных железнодорожных путей, а всего было израсходовано 82 миллиарда долларов. Промышленный коридор Дели-Мумбаи. Проект по индустриальному развитию двух крупнейших городов Центральной Индии предусматривает тотальное переустройство инфраструктуры и постройку сети высокотехнологичных предприятий. Впечатляющий мегапроект стоимостью свыше 100 миллиардов призван повысить конкурентоспособность республики на мировых рынках. Лесной город в Индонезии. Космический город, напоминающий архитектуру кинофильмов в жанре научной фантастики, обещают завершить к середине века. Специалисты по инфраструктуре пророчат ему судьбу призрачного города. Власти подходят к вопросу с большим оптимизмом и продолжают возведение высотных зданий, прокладку мостов и улиц в джунглях. Вырубленные деревья затем планируется высадить на вершинах зданий, создав террасные сады. Мечеть Аль-Харам, Мекка. Предполагается, что это еще лет 40 будет крупнейшая мечеть на земле, превосходящая все существующие и строящиеся мусульманские храмы. В центре находится Кааба, важнейший артефакт ислама. Первые религиозные сооружения появились здесь в первом веке. А затем неоднократно перестраивались и подвергались тотальной реконструкции. Последняя проводилась в 2006-2016 годах. Инвестированные средства в размере почти 100 миллиардов долларов ушли на увеличение площади, возведение дополнительных проемов и минаретов. Теперь одномоментно в ее стенах могут совершать молитву 2,5 миллионов человек, это больше населения некоторых европейских стран. Высокоскоростная железная дорога HS-2, Великобритания. Население страны уже много лет беспокоится, что львиную долю национального дохода тратят на развитие агломерации столицы, а другие населенные пункты неспешно пустеют и приходят в упадок. Для решения этой задачи власти задумали постройку новейшей высокоскоростной железнодорожной магистрали, при помощи которой туристы и все желающие смогут посетить такие центры Мидлсекса, как Лидс и Манчестер. Первые рейсы должны отправиться через 10 лет, а полностью стройка будет закончена к 2044 году. Что характерно, примерно британцев высказываются против постройки, требующей огромных инвестиций, 128 миллиарда долларов. Шелковый город. Этот населенный пункт неподалеку от кувейтской столицы будет реализован спустя четверть века. Обещают, что он станет центром бизнеса, экономики и туризма, а также заповедником пустыни. Общая его площадь превысит 250 километров, на этой территории будут жить 700 тысяч человек. Реализация четырехэтапная, на данный момент идет первая часть, направленная на освоение побережья. Всего будет израсходовано 132 миллиарда зеленых. Не слабо. Международная космическая станция. Наиболее выдающийся проект международного сообщества, в реализации участвовали представители почти 2 десятков государств. Обошелся уже в 165 миллиардов долларов, проработает еще 10-15 лет.
стал домом для десятков астронавтов и их российских коллег. Некоторые ученые считают, что дни станции сочтены, ее научный потенциал исчерпан. Ниам, Саудовская Аравия. Еще один город будущего. Строительство на побережье Красного моря ведется с нуля, планируется, что это будет эксклав туризма и дружелюбия в суровой ваххабитской сатрапе. Для привлечения будущих туристических потоков тут планируют пойти на некоторые послабления по части правил шариата и до предела насытить территорию чудесами и артефактами. Первый шаг строительства подойдет к концу к 2031 году, а всего израсходуют 235 миллиардов долларов. Железная дорога Персидского залива. Идея соединить железнодорожной веткой все 6 государств Персидского залива появилась еще у колонизаторов-англичан, но реализация стала возможной только теперь. В 2025 финны, ведущие строительство, обещают открыть движение по маршруту длиной 15 тысяч километров, который свяжет столицы и основные города этих территорий. Для бесперебойного функционирования маршрута потребуется создать 85 тысяч рабочих мест, объем под стать финансированию, перевалившему за четверть триллиона долларов. Проект по обновлению городов – Турция. Турецкие города еще со времен османов, а то и греческих полисов не знакомы с ремонтом, застройка древняя, не соответствующая базовым потребностям современного человека. Поэтому правительство Эрдогана выделило почти 500 миллиардов для модернизации инфраструктуры старых туристических центров на побережье, чтобы те сохранили историческую ценность, но стали более пригодными для жизни. Ежегодно вводится по 500 объектов. Система автомагистралей между штатами Америки. В нынешнем виде система американских хайвеев началась строительством еще в 1950-х, официально была открыта в 1992, но инвестиции продолжают капать что ни день, появляются новые объездные пути или развязки. Накопленные вложения в ценах 2020 года превышают 800 миллиардов. Трансевропейская транспортная сеть, Европа. 27 входящих в ЕС государств согласовали экономическую политику и сформировали общий рынок, для поддержания которого приходится тратить огромные бабки на инфраструктуру, что позволит слить воедино все это лоскутное одеяло. Проектные изыскания начались еще в 96-м. Помимо шоссе, в сетку входят порты, железные дороги и аэродромы, некоторые уже эксплуатируются, иные существуют только на бумаге или в виде компьютерных файлов. ЕС потратил уже половину триллиона и останавливаться не собирается. Новый шелковый путь. В древности шелковый путь был самым дорогостоящим торговым путем на планете, его предназначение связывать Ближний Восток и Европу с Китаем, поставлявшим на западные рынки шелк, оружие и ценные безделушки. Темные времена, наставшие в Европе с приходом арабов, а затем монголов, повлекли за собой разрушение маршрута и забвение. Но в 2013 году во время саммита Россия-КНР председатель Компартии Китая озвучил идею восстановить его, и с тех пор это одна из направляющих идей во внешнеполитическом ведомстве страны. В случае успеха китайцы вырвутся на лидирующие позиции на планете, окончательно оттеснив в сторону Америку, Европу и теряющую власть и влияние Россию. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.